Многие века мудрецы, учителя и проводники говорили о тишине, присутствии, внутреннем свете. Будда, Иисус, Лао Цзы – все говорили об одном – ты не должен становиться. Ты уже есть. Им не нужны были доказательства, они знали через опыт. Но те, кто пришли после, часто требовали «докажите, покажите, обоснуйте». И вот только сейчас появился тот, кто смог это измерить. Джо Диспенза не просто повторил их. Он показал, что внутреннее состояние действительно меняет тело, мозг, иммунитет, восприятие и саму ткань жизни. Это делает его не теоретиком, а тем, кто доказал очевидное. Для тех, кто ждал, пока наука догонит дух. Джо Диспенза – это не идея. Это наука, которая, наконец, услышала тишину. Он не просто вдохновляющий голос. Он – живое подтверждение того, что тишина лечит, что состояние создает, что вибрация – это реальный сигнал, на который откликается все поле жизни. Ты не наблюдаешь реальность, ты ее настраиваешь. Когда Джо Диспенза говорит, что ты создаешь свою реальность, он не имеет в виду волшебство. Он говорит о четкой, понятной схеме. Что ты чувствуешь, то и запускается. Чтобы понять, как это работает, нужно увидеть, как устроена внутренняя петля. Мозг, мысль, тело, эмоция, новое подтверждение мысли. Мозг – это не генератор, а приемник. Он словно антенна, которая улавливает сигналы из памяти, из поля, из состояния тела. Мысль не рождается из головы, она приходит как отклик на то, как ты себя сейчас ощущаешь. Представь, ты просыпаешься, и тело сразу дает тебе знакомое чувство. Напряжение, легкая тревога, пустота. Мозг улавливает этот сигнал и автоматически подбирает мысль, которая с ним согласуется. Опять ничего не выйдет. Я снова один. Сегодня будет тяжело. Это неосознанный выбор мысли. Это нейрохимическая реакция на состояние тела. Тело в этот момент как архив. Оно помнит все, что ты переживал раньше. Когда ты запускаешь знакомую мысль, тело включает ту же биохимию, что и вчера. Кортизол, адреналин, напряжение в мышцах, знакомое ощущение в груди или животе. Это ощущение запускает эмоцию, как эхо. Страх, вина, раздражение, апатия. И вот здесь появляется состояние. Тот самый внутренний фон, из которого ты будешь жить весь день. Но что происходит дальше? Эта эмоция становится новой точкой отсчета, и тело снова отправляет сигнал мозгу. Вот, мы чувствуем это. Подбери что-нибудь подходящее. И мозг снова выдает мысль, которая совпадает с эмоцией. Цикл замыкается. Это и есть автоматическая петля. Ты думаешь, что размышляешь, но на самом деле просто повторяешь то, что уже прожил. Диспенза говорит, ты не можешь создать новое будущее, если тело продолжает жить в прошлом. Пока ты не видишь, как запускается эта петля, ты не выбираешь, не создаешь, ты лишь отражаешь вчерашнюю волну. Снова и снова ту же биохимию, те же мысли, те же реакции. И реальность, которую ты получаешь, это не результат твоей свободы. Это результат твоего отождествления с петлей. Именно поэтому он говорит, что главный шаг – это выйти из автоматизма. Не бороться с мыслями, не уговаривать тело, а увидеть, как ты включаешься в один и тот же круг и перестать принимать это за себя. Ты не мысль, ты не старая эмоция, ты не химия прошлого дня. Ты тот, кто может услышать все это и выйти на другую частоту. Когда ты меняешь внутреннюю настройку, мысли начинают звучать иначе. Тело перестает повторять старое, и реальность перестает повторять вчерашнее, потому что ты впервые перестал звучать по памяти и начал звучать по-настоящему.
Большинство людей меняют поведение, но не чистоту. Они становятся новыми, только внешне. Ты меняешь реальность каждый день, но не через усилия и не через слова. Реальность откликается не на желание, а на твое состояние. Не на образы в голове, а на ту волну, которая идет изнутри, даже когда ты молчишь. Твое тело уже знает, на что ты настроен. Сердце уже излучает поле, которое можно измерить приборами. А мозг просто ловит ту частоту, на которой ты живешь с самого утра. Это не философия. Это уже наука. И именно поэтому настоящая перемена начинается не с желания, а с возвращения в себя. Когда желания исполняются сами собой, это не магия и не манифестация в классическом смысле. Это ты в точке совпадения с собой. Ты больше не просишь, не требуешь, не проверяешь. Ты просто звучишь на той частоте, на которую сама жизнь отзывается легко. Если хочешь понять, как это работает, вспомни моменты, когда все складывалось легко. Когда само получилось, когда нужный человек оказался рядом, когда все сложилось без борьбы. Это был не случай. Это был ты, в правильной настройке, без внутреннего шума. Не ты управлял реальностью. Ты стал реальностью, которая звучит в резонансе. Ты не можешь создать новую жизнь, если продолжаешь чувствовать по-старому. Ты решаешь начать все с чистого листа. Ты хочешь перемен. Начинаешь по-новому думать, стараешься быть спокойнее, внимательнее, вводишь медитации, следишь за мыслями, читаешь книги. Но почему тогда все снова начинает повторяться? Ты вроде бы уже другой, но где-то глубоко внутри ощущение, что ты снова застрял. Что-то тянет тебя назад, будто незаметная нить, в те же состояния, в те же реакции, в ту же реальность. Джо Диспенза говорит об этом прямо. Ты не можешь создать новое будущее, если все еще живешь чувствами из прошлого. И это ключ. Потому что мы чаще всего пытаемся меняться только снаружи. Поменять поведение, привычки, окружение. Но внутри остаемся теми же, с теми же эмоциями, к которым привыкли годами. В нас все еще живет беспокойство, потребность контролировать, ожидание, что может пойти не так. И даже если мы не хотим это чувствовать, именно эти состояния и формируют нашу энергию. А энергия – это и есть то, на что откликается реальность. Не твои слова, не твои цели, а то, что ты реально чувствуешь изнутри, чаще всего даже не замечая этого. Вот почему перемены не происходят сразу. Потому что внутри мы продолжаем быть тем же человеком, который и создал ту самую жизнь, от которой хотим уйти. И пока вибрация твоего внутреннего состояния остается прежней, мир тоже остается прежним. Любая попытка контролировать себя – это просто другая форма старой личности. Когда ты стараешься быть другим, ты все еще тот же. После первых шагов ты уже многое понял. Ты уловил связь между мыслями, чувствами и тем, что происходит в жизни. Ты почувствовал, да, реальность действительно отзывается. Но вместе с этим пришло что-то еще. Скрытое напряжение. Оно не громкое, скорее фоновое. Будто бы внутри появился новый наблюдатель, который все время проверяет, не вернулся ли ты в старое, держишь ли ты чистоту, правильно ли ты звучишь. Это тонкое, почти незаметное напряжение. Ты вроде бы стал лучше, стал спокойнее, внимательнее, глубже. Но теперь тебе нельзя быть другим. Ты не позволяешь себе ошибаться, не позволяешь срываться, даже просто устать, уже как будто не по плану. Ты стал не собой. Ты стал тем, кто должен соответствовать новой версии себя. И это снова не свобода. Это внутренняя борьба. Новая, но все еще борьба. Диспенза называет это по-другому. Ты просто запрограммировал себя заново, но остался в рамках программы. И это поразительно точно, потому что, по сути, мы не вышли из старого сценария.
Мы просто построили другой, красивее, умнее, духовнее. Но он все равно требует соответствовать, все равно вызывает страх сорваться, все равно держит нас в напряжении. И пока это напряжение звучит, реальность слышит именно его. Потому что, как говорит Диспенза, поле чувствует не то, что ты говоришь. Ты можешь произносить мантры, визуализировать любовь, медитировать на изобилие, но если внутри звучит напряжение, страх, усталость от стараний, именно это и улавливает поле. И оно не ошибается. Оно просто не может откликнуться на то, что звучит не от сердца, а от усилия. Когда ты боишься сорваться, ты уже сорвался, внутрь. Ты все чаще стал замечать свои состояния. Ты научился быть внимательным к эмоциям, перестал уходить в автоматические реакции. Но вместе с этим появилась новая ловушка. Ты боишься звучать неправильно, быть в низкой вибрации, проявить раздражение, показать усталость или просто позволить себе тишину, не объясняя, не создавая, не сияя. Это кажется шагом вперед, но по сути ты снова в напряжении. Просто теперь оно тонкое, видимое только тебе. Ты хочешь звучать чисто, ты стараешься быть высоким, но в этом старании снова потеря. Потому что любое звучание, которое подавлено, не исчезает. Оно искажает фон. Ты не свободен. Ты просто стал аккуратнее в проявлениях. Ты снова смотришь на себя изнутри, оцениваешь, корректируешь, держишь форму. И в этой форме нет жизни. Потому что она звучит не от расслабленности, а от старания. А реальность слышит это. Диспенза говорит об этом просто. Ты не можешь создать чистоту будущего, если продолжаешь излучать сигналы прошлого, даже если эти сигналы теперь называют духовными. Это важный момент, потому что мы часто путаем контроль над собой с настоящим изменением. Но контроль — это все еще страх, только более культурный. И пока внутри звучит страх сорваться, ты уже не звучишь свободно. Ты закрыт. А значит, не слышен. Поле не реагирует на то, что ты говоришь. Оно чувствует, что ты несешь молча. Ты можешь произнести правильные слова. Сказать «Я открыт», «Я в доверии», «Я отпустил», «Я готов к переменам». И ты действительно хочешь, чтобы это было правдой. Но есть момент, который невозможно обойти. Что звучит в тебе, когда ты молчишь? Когда ты не настраиваешься, не визуализируешь, не стараешься звучать, а просто сидишь в комнате, один. Что происходит в теле, когда ты перестаешь наблюдать за собой, когда заканчивается медитация, и ты снова идешь в обычный день? Когда тебя кто-то не понял, не услышал, отверг? Какой отклик идет из глубины? Потому что именно этот отклик и слышит поле. Не то, что ты красиво сформулировал, а то, что звучит в фоновом режиме, в подсознании, в теле, в эмоциональной памяти. Диспенза объясняет это так. Если ты просыпаешься и сразу чувствуешь то же, что вчера, твоя биохимия, нейроны, энергия уже выбрали для тебя старую реальность. То есть все начинается не с намерения, а с того, в каком состоянии ты появляешься в своем дне. Если тело уже сжато, сигнал уже пошел. Если внутри тревога, ты уже настроил волну. Если глубоко звучит защита, ты не открыт, как бы ни говорил обратное. И не потому, что ты плохой или не готов, а потому что твой фон еще не обновился. И пока он не меняется, ты не звучишь по-новому. Ты просто маскируешься и устаешь от этой маски, потому что внутри другая чистота. Твоя честная, неотполированная,
может быть уязвимая, но реальная. И вот именно эта реальность, то, что поле действительно слышит. Истинное изменение приходит не тогда, когда ты стал другим, а тогда, когда ты перестал стараться быть кем-то. Ты можешь много знать, ты можешь даже уже многое прожить, ты можешь чувствовать перемены, но они все еще зыбкие, потому что внутри ты все еще пытаешься соответствовать, быть глубже, быть выше, быть чище. Ты боишься потерять то, что обрел, и поэтому стараешься удержать это состояние, закрепить, защитить, сохранить. Но все это снова напряжение, скрытое, тихое. Оно не разрушает сразу, но не дает звучать свободно. Потому что в тебе снова появляется тот, кто должен быть каким-то. Ты больше не звучишь изнутри. Ты звучишь из образа, который хочешь удержать. Новое, красивое, осознанное. Но все еще роль. Диспенза говорит, личность, которую ты создаешь, становится фильтром, через который ты смотришь на все. Чтобы выйти в другую реальность, нужно выйти за пределы этого фильтра. А это невозможно, пока ты за него держишься. Даже если он стал духовным. И вот здесь наступает настоящий сдвиг. Когда ты видишь, дело не в том, чтобы построить новое «я», а в том, чтобы больше не защищать никакое. Не искать, как звучать правильно. Не бояться звучать не так. Просто перестать звучать через старание. И позволить себе быть, даже если ты не знаешь, кто ты. Потому что вибрация начинается там, где заканчивается самонаблюдение, где исчезает нужда быть другим, где есть только тишина внутри и честность. И это уже не образ. Это ты. Джо Диспенза не просто вдохновляет, он измеряет. Его лаборатория фиксирует то, о чем веками говорили мудрецы. Когда ты входишь в другое состояние, меняется все. Это подтверждают не догадки, а биомаркеры. Уровень кортизола и адреналина падает. Иммуноглобулин А растет. В мозге активируются гамма-волны, волны глубинной концентрации и вдохновения. Сердце входит в состояние когерентности и начинает слышать поле. Все это фиксируется приборами, энцефалограммами, анализами крови и нейронавигацией. И вывод здесь не в цифрах, а в простом понимании. Внутреннее состояние – это не метафора. Это основа твоей физиологии. Это частота, на которую откликается весь организм. И вся реальность вокруг. Ты не управляешь реальностью. Ты становишься тем, с чем она готова соединиться. В какой-то момент ты понимаешь, не нужно больше стараться. Не нужно доказывать, что ты готов. Не нужно собирать свою чистоту в кулак и ловить поле с надеждой, что теперь оно тебя услышит. Ты просто становишься собой, настоящим, без роли, без напряжения. И в этой простоте появляется звучание. Не голос, не мысль, не медитация. А теплый, спокойный внутренний сигнал «Я здесь, я есть». И мне не нужно быть другим, чтобы быть в потоке. И именно это начинает менять все. Джо Диспенза годами изучает, как изменяется тело, мозг и сама реальность человека, когда он выходит за пределы привычного «я». И это не теория. На его ретритах у людей берут реальные анализы, изучают мозговую активность, смотрят, что происходит с гормонами, белками, иммунной системой. И результаты говорят очень просто. Когда человек меняет свое внутреннее состояние, его тело, сознание и даже окружение начинают перестраиваться. Уровень стресса падает, иммунитет поднимается, мозг выходит из тревоги и входит в режим,
где можно слышать тишину, вдохновение, новые возможности. Даже клетки начинают работать по-другому. А это значит, все, что ты ощущаешь внутри, это не образное выражение. Это не красивая идея. Это работа твоей нервной системы, биохимия, волны мозга, поля вокруг сердца. Это то, что уже измеряется, и то, что давно чувствуется. Ты не должен убеждать реальность меняться. Ты просто позволяешь себе быть в том состоянии, где перемены начинают происходить сами. Ты можешь пока не ощущать ясности. Может не быть вдохновения, потока, особого состояния. Остается просто ты, живой, настоящий, с тем, что есть. И этого вполне достаточно. Сейчас важно не делать усилий. Все уже включено. Просто будь рядом с собой. Почувствуй тело. Оно несет твою глубину, твою правду. В нем можно заметить напряжение, усталость, ожидание. И все это не помехи, а часть звучания, живая ткань момента. Позволь себе дышать, спокойно, мягко. Дыхание ничего не требует. Оно просто соединяет. Каждый вдох, как признание «Я здесь, я здесь». Каждый выдох, как пространство «Теперь мне есть где быть». Теперь мне есть где быть. Я здесь. Теперь мне есть где быть. Я здесь. Теперь мне есть где быть. В этом моменте ничего не нужно менять. Звучание уже идет. Оно не нуждается в коррекции. Оно просто раскрывается, когда уходит стремление стать другим. Слушай себя. Не умом, а вниманием. Я здесь. Теперь мне есть где быть. В этом внимании появляется ясность. В нем рождается другая вибрация. Природная, простая, полное присутствие. Ты не ищешь путь. Ты уже в точке начала. И оттуда все начинается само. В тебе уже звучит то, что ты искал. Не ищи. Просто разреши этому быть. Все начинается не потом. Все начинается сейчас. Я здесь. Теперь мне есть где быть. Я здесь. Теперь мне есть где быть.